Всем привет, это «Хроники войны» с Татьяной Поповой. Сегодня мы продолжим беседу с Игорем Саликовым, экс-офицером армии Российской Федерации, экс-вагнеровцем. Подписывайтесь на его канал, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Татьяна. Перед тем, как мы поговорим о 22 годе и о том, что делал Игорь и его подразделение на территории Украины в 22 году, мы с Игорем, когда делали эфир 2 дня назад, после эфира еще пообщались по поводу Пригожина и по поводу того, что вот наконец-то он мечтал, чтобы убрали Шойгу, и Шойгу убрали. И Игорь продолжил отвечать на вопросы по поводу того, что, собственно, это сейчас дает или что это дало, что в конечном итоге произошло с вагнеровцами. Послушайте, что он рассказал. Пригожин мечтал, сбылась мечта и Пригожина, и Уткина, да, они мечтали убрать Шойгу, шли даже на Москву, значит, чтобы убрали Шойгу. И вот, наконец-то, убрали. Их мечта осуществилась, правда, уже после их смерти. И вот сейчас там подгребают всех этих замов министров, кого-то садят, кого-то просто увольняют. Вот. И назначают новых замов министров, уже прям родственников прямых, там, Фродкова, Путина. Ну, прям такие чекисты захватили власть в Минобороны. Как вы вообще к этому относитесь? Насколько это поможет, скажем так, улучшить работу Минобороны и Генштаба? Ну, первое, сразу отвечу, что ничего это не поможет. Это относится к категории просто затяжки времени, перестановки. Знаете как? Это из категории очень часто в интернете, в Ютубе гуляет вот это вот очень хорошее сравнение. Я не помню, кто его начал, очень грамотно. Про публичный дом и смену декораций, да, и кровати, перестановка там. Причем даже не замена, а перестановка кровати. Просто там из одного, значит, борделя там этажа на другой. А девочки все те. Вот и здесь такая же песня. Ничего это не даст, ничего не поможет. Что касается второго вопроса, почему сейчас? Потому что, ну, приперло уже. То есть настолько, что уже невозможно было. Если бы все было бы хорошо, на сегодняшний момент и Путин, и его окружение, скажем так, вот это вся комарили, все-таки поняли, что какую-то информацию наверх туда она стала просачивать. То есть появились какие-то отважные люди, которые стали носить. Вот именно поэтому вот этого вот финансиста поставили сейчас там с таким как бы православным лицом, да, или, там, с таким, который молится, там, и с кошкой разговаривает, и так далее. Это говорит о том, что стали играть. Помните, как в свое время в гласность стали играть, да? Перестройка, гласность там, и так далее. Все знаем, к чему это привело потом. Вот. И здесь это вынужденная мера. И то есть кто-то носит. Там дело в том, что, понимаете, как в чем дело. Раньше было так, что и здесь я больше на стороне, скажем так, ну, опять же, пускай зрители не то, что поймут, что я имею в виду этот самый, как его, Пригожин и Уткин в данном случае, вот в той ситуации, они выступают в сознании русского народа как такие Робин Гуды, да, такие благородные сражатели, благородные воины, которые проливают кровь на фронте и за свою родину, да, там, радеют за страну, и они против негодяев. То есть это вот насколько гипертрофированное сознание нашего народа, в каком мы находимся сейчас положении, что это наши герои, да, это герои народа, почему и были поддельны, и других нет. Других нет. То есть, как бы, Пригожина и сейчас, как бы, восхваляют и памятник там, и все такое. И это люди действительно внутри, как бы, понимают многие, что вот это такой протест русский. Вот такой вот он. И никто не задается тем вопросом, что Робин Гуд, это обязательно должен быть... То есть, Робин Гуд в Англии это был крестоносец, который пришел, у которого все отобрали, да, там, и который делил хлеб вместе со своими. А здесь у человека дочь не знает вообще, что такое там, сколько чего стоит, который там 16 лет или сколько там, да, и по дубаям рассекает, и у которого хоромы, бабок там. И то есть, вот этот простой солдат, который, ну, наемник, скажем так, который пришел, подписал контракт и жизнь свою там кладет, там, в основном в Сирии развеивались, даже тапок не оставалось, там такие заряды, что... И вот оставшиеся в живых, они считают, что, ну, это их брат, понимаете?
И это не придумано, это реально, то есть это гипертрофированное сознание, и человек не может даже представить, что ну, народ вас настолько поимели там и имеет, что вам Ну, подсунули. просто Ну, оказалось, что другого у нет. Пригожина пиар лучше был, чем у Шойгу, да, потому что Пригожин был такой свой парень, матерился на камерах, говорил о проблемах, то, что людям нравится-то. Ну, людям это нравится, люди начинают верить. Я, честно скажу, я у всех вагнеровцев, у кого брала интервью, ну, из зэков, да, которые мне говорили, что да, нас, кстати, вот сейчас выяснилось, что Пригожин немножко соврал, да, он же говорил, что 20 тысяч погибло, когда брали Бахмут, половина типа контрактники, половина зэки. Оказалось 95% зэки. И зэки, которые попали к нам в плен, 12 человек я разговаривала. Они мне все говорили, да, у нас из отряда осталось там максимум 5-10%. Максимум 5-10%. И типа мне очень повезло, что выжил. Я говорю, а что Пригожин? Он такой, вот Пригожин уважуха. Вот типа Шойгу, Герасимов козлы, а Пригожин уважуха. И знаешь, он еще Ну, говорит, это вот, он типа всегда выполняет свои обещания. Вот так как-то они говорили. нет, но дело в том, что ситуация... Иван Грозный тоже выполнял всегда. Он сказал, обещал повесить, повесил. Обещал отрубить голову, отрубил. Пригожин в этом вопросе, он сам гипертрофированная личность, да, там, тюрьмой, зоной там, десятилетней в советских лагерях, да, с ИКСО. Никто не спросил, вот они уважуха, зэки, да, но сейчас, по-моему, все настолько исказилось. Вот у зэков спросить, а почему он не ответил нигде публично? Его там педиком обозвали, да, там, что он сидел опущенным в зоне. Почему нигде не вышло опровержение? Почему это, за это никто, ну, то есть он должен был тогда спросить, откуда эта вся пошла, почему и так далее. И должен быть... Дело в том, что ну, он не... Пригожин это уголовный элемент. Не, Уголовный я вам скажу, элемент... что с точки зрения пиара он абсолютно правильно поступил. Это, знаете, это как вопрос, ваша дочь проститутка, да, там, а у меня сын и вообще банкир, да, там, условно. Ну, то есть это сугубо то, что плохие вещи лучше даже не опровергать, потому что опровергая, ты только это распространяешь вовне. Поэтому то, что он молчал, это с точки зрения пиара было правильно. Нет, 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 смотрите. Во-первых, в уголовном мире за такое, если ты проглотишь, что тебе сказали, и ты прошел, ну ты, значит, на дуре. Нет, то есть ты, значит, твое место, таких в зонах очень много, которые сидят за вот такие косяки. Они не опущены еще, но они ушли на дальняк, жить, грубо говоря, в петушатнике. Это не значит, что они гомики все там или опущены. Просто они живут такую жизнь. Человек за себя не сказал. То есть такое позволяет. И опять же, вы рассуждаете как человек, который, ну, обычный гражданский человек, законопослушный гражданин. Не сидевший, да. Я не знаю вот этих нюансов, как нужно отвечать. Понятием гражданского общества. С дураком не связываться. Вот он сказал, дело в том, что в той среде такие вещи не прощают. Просто они их нельзя. То есть, грубо говоря, если ты пропустил это мимо ушей, ну, либо перед тобой должен кто-то извиниться, даже в лексиконе, в разговоре таких вещей не говорят. То есть, дураком там можно обозвать, послать, скажем так, в женский половой орган. Даже на мужской нельзя послать. Понимаете, в чем дело? То есть, это уже такое оскорбление, которое требует сатисфакции, то есть ответ за это. И Пригожин показал себя, например, очень мстительной фигурой. Я его лично, ну, как бы знаю с этой точки. Смотрите, что он совершил с Нужиным, да, который перешел на вашу сторону. И Ну, но там на публично... самом деле странная история, потому что мне говорил Пономарев, что он пытался попасть в Легион или в РДК, я уже не помню куда, и он не прошел полиграф в итоге на связь со спецслужбами, ну, как бы, типа засыл. Полиграф — это такая вещь, которой что, за это нужно человека отдавать? Ну, это Ну, херня я не полная. знаю, я вам говорю то, что мне сказал человек, который в тот момент он был там представителем Легиона Свободы России. И теперь я хотела бы задать Игорю уже вопрос о том, какая у него, собственно, была группа в 2022 году. Вы рассказывали, что она была сформирована для захвата здания СБУ, но к какому, собственно, подразделению она относилась? Если можно, расскажите, пожалуйста, и как происходило это вторжение в 2022 году? Ну, наше подразделение в составе, там это было батальон тактическая группа. Сначала она, ну, это такая прокси-структура Минобороны, она там несколько ребрендингов претерпела, формировалась на территории ЛНР, в Луганске,
Вот. А 08-818 сначала ВЧ там было, это Инакиево-Дунайская бригада, там, которая восстанавливалась, мотострелковая. Вот. А потом нас конкретно передали под лидер 14-й бригады спецназа ГРУ. И в Белоруссию мы попали уже как вот в этом режиме. Ну и, соответственно, 10 февраля нам было сказано, что у нас с 10 числа пойдут боевые. Нас стали перебрасывать в ту сторону, в сторону Беларуси. То есть с похода как бы должны были пойти у нас уже двойная оплата. Никто не понимал еще, что там это значит. Это я вам сейчас как объективно говорю, честно. Потому что несколько вариантов было. Либо мы на Памир едем, вот, либо в Сирию, учитывая того, что нам снаряжение все выдали. Личному составу снаряжение выдали пустынного характера. Вот. И, соответственно, так как в Белоруссию попали, там проходили как раз учения. Частично у нас часть подразделений было где-то в январе уже покинула ППД, и они оказались уже там, на территории Беларуси. Вот. И, значит, точно уже не помню, по-моему, 22 числа, я более подробно там в своей книге это все, сейчас просто даты все эти. В общем, накануне где-то за 2 суток мы уже были в территории 30-километровой зоны отчуждения Чернобыльской. На границе, практически уже на территории Украины. Там она потому что никем не контролировалась. Вот. И 23 числа вечером на совещании, то есть были собраны все командиры тактических групп, и была поставлена задача каждой, кто что выполняет. И был приказ, сначала у нас было, значит, неведение, что мы включены в аэродромную группу, это означает, что мы должны были участвовать в штурмовом десанте, то есть перемещаться по воздуху. Это за несколько дней это было. Но потом переиграли, и мы все-таки дополучили машины, потому что у нас сначала не было машин. Вернее, мы их получили, у нас их забрали. Потом мы получили опять, прямо накануне буквально. Все, что осталось, там как бы нам выделили. И что нас, в принципе, первый раз спасло, потому что если мы бы пошли на вертолетах, мы бы как бы оказались в том же, ну, в той же ловушке, в которой оказались десантники, которые высаживались на Гостомельский Антоновский аэродром. Вот, и, соответственно, утром где-то часа в 3 ночи 24-го был приказ, значит, тревоги на марш выдвинуться, и мы выдвинулись на марш. И сейчас уже детально я не помню, что там, что, как происходило. То есть выполнение задач это было у меня, было это как боевая дозорная группа, мы шли там впереди. И по плану мы должны были оказаться уже к вечеру в Киеве. Те, которые нам дали указания, значит, предписания, назовем это так, пакет наших действий. Но ничего из этого не вышло, соответственно, мы застряли несколько раз. У нас все наше передвижение состояло из пит-стопов таких. Вот, то есть как бы теряли время, и, соответственно, мы под Иваньково, мы вместо Киева по вечеру 24-го, в ночь на 25-го, мы под Иваньково были. То есть нам пришлось там... Иванковым, наверное, вы имеете в виду? Ну, Иванково, знаком так и пишется. Угу. Вот. А дальше, то есть, соответственно, все это происходило там с какими-то боями впереди. Но мы шли вторым эшелоном. Само продвижение было. Где-то там мы попадали впереди, где-то прослеживали дорогу, чтобы проехать эти пробки. Потому что в основном вот, были пробки. Просто все эти колонны упирались, все, что вот это шло на марш.
Мы, значит, нас то обгоняли, то мы обгоняли, шли рядом с нами, помимо боевых групп, там, машин боевых, и шли менты. А с дубинками просто там, ну, кое у кого были там кедры. То есть, разговаривая с ними, у них задачи были, то есть, предполагалось, что уже к этому времени они начнут там демонстрантов разгонять в Киеве. Судя по данным разговоров, ну, ты вот просто встаешь, это информация не какая-то штабная, да, а вот от личного состава, от командиров подразделений, которые также не понимали, что происходит. Вот они встали и в разговоре, особенно когда там боевое хранение там, и так далее, контакты какие-то проходят, и они говорят, так мы вообще не знаем, что делать, то есть у нас нет никаких там. Мы, по идее, должны были в Киеве быть и выполнять, начать полицейские функции. Вот. А на деле оказалось, что они попали в зону боевых действий, в котором как бы у них не было ни тяжелого вооружения, ничего. Вот. И потом, по идее, начался аврал, потому что передовой, там, первый эшелон уже вел бои, уже и Бородянка с этой стороны, по этой дороге, и на Кутюжанку туда, под Кутюжанкой тормознулись, потом вышли уже на Лютеж туда и, значит, стали продвигаться. Но не мы, часть наших подразделений. Мы застряли, осели под Шибенной деревней. Красная Горка, населенный пункт Шибенная, и вот это сторона Бородянки, перед Бородянкой. Сейчас я выведу карту Deep State и покажу все это. Иванков называется город, ну, по-украински Иванкив. Сейчас я выведу это все, покажу на карте. Да, пожалуйста, продолжайте. Ну вот, населенный пункт Иванков, да, потом только что вылетело Насе, еще следующий населенный пункт, по-моему, путаю с Донецким, Степановком, а тут надо смотреть, что-то только что помню, сейчас вылетело из головы. Но вот следующий пункт за за Иванково тоже, значит, там инциденты происходили, боестолкновения. Группы ВСУ отходили управляемо, делились на тактические диверсионные группы, и они ставили систему наблюдения за дорогами, то есть мониторили количество техники проезжающей, какие силы и средства движутся и в каком направлении. Вот. Приходилось это все зачищать там. И в итоге вот мы не прошли туда, куда должны были. Вторая версия была, мы должны были успеть под Гостомель поддержать наш десант. Мы его разбили, соответственно, у нас тоже поменялось направление, и мы пошли в сторону Бородянки. До нее тоже не дошли и встали в районе леса, вот под населенным пунктом Шибенное. Или Шибенное это называется. Вот. И как бы боевые действия, первую же ночь там было боестолкновение, отходящие силы ВСУ, то ли они прорывающиеся, так и не было понятно. Ну, то есть они дали там бой. Ближе туда к речке, если смотреть в сторону Бородянки, с левой стороны туда, и там поле такое. Вот. И там все время проходили вот обстрелы, перестрелка, авианалеты, деревню эту кошмарную ночью горело. Первые потери там пошли. Не в моем подразделении, но в целом в нашем батальоне. Вот. И наша задача была осуществление, удерживать этот плацдарм и дать возможность продвигаться колоннам туда, боевым группам, как резервным. Ну и тыловые части, топливо, боеприпасы, там, медикаменты, и шел вывоз раненых оттуда, через нас все. Вот. Основная наша работа там была через какое-то время. Просто думали, что проскочим там на следующий день. Все время мы были в режиме, что вот-вот поступит команда, и мы двинемся вперед, там, наступление. После авианалетов, после там, авиабомбежки, но ничего этого не поступало. То есть, как бы приказы приходили, но потом они отменялись. В итоге нам сказали окапываться там. Вот. Что мы, в принципе, то есть вставать уже там, рыть окопы, блиндажи там.
так далее. В общем, мы там проторчали определенное время, делая оттуда вылазки какие-то там, разведывательными подразделениями. Ну, в общем, как в основном там где-то неделя. Извините, я вот вывела как раз уже карту. Получается, вы заходили где-то в районе Припяти, Чернобыля, да, вот в той точке. Потом был Иванков, это вы были к вечеру 24 февраля, а потом Бородянка, правильно? Да, да. Хорошо, а дальше? Куда еще раз вы сказали? Шибиное? Шибенная. Это мы Шибедное, Немешаево, Шибиное, где-то здесь оно. Шибиное, по-моему, Красная Горка, по-украински. по-моему, там, если я не ошибаюсь, вот был у нас там штаб располагался. В лесу, вот эта дорога, которая именно идет с ключевой вот этой развязки, которая там дальше, если ехать со стороны Иванкова, то если прямо туда... все, Шибино я вижу. То есть вы вернулись немножко, условно говоря, из Бородянки, вы вернулись назад немного, ближе к российской границе, белорусской границе точнее. Вот, а потом дальше Красная Горка, да, вы говорите? Это все там вместе занималось. Определенное время мы стояли там. Оттуда... Это в какой период вы там были, получается? Вот. Это вот конец февраля, ну все, что вот это время, конец февраля и начало марта. Ну, то есть первая, вторая неделя, да? А потом что было? А потом начиная с третьей недели? Пошли в сторону, значит, с Бородянки мы пройти не могли, разумеется, и мы пошли назад. Назад через Катюжанку и в сторону, вот так вот там получается дорога. Сейчас у меня карты, к сожалению, под рукой. В общем, ну, я вывела карту, да, я здесь показываю эти все города. То есть вы вернулись обратно, опять-таки, в сторону российской границы и пошли, если я не ошибаюсь, вы говорили, что вы пошли в сторону этой Мощун, там, где был единственный плацдарм. Да. Там вот к этому времени был захват, наши подразделения, я имею в виду всей этой группировки В-Север, располагались уже туда к Раковке, там подразделение ВДВ, ближе туда к Гостомелю. Вот. А наша база, мы которую стали занимать, это вот Гута, со стороны Гута, здесь Синяк, по-моему, населенный пункт это называется, село Синяк. И там есть, значит, бывшая логистическая база, которая была там, ну, как термин такой, отжата. Вот. И там планировался сделать штаб. И захватили ее, то есть наше подразделение разведки там находилось во главе там с командиром нашего хозяйства сначала, а потом мы туда подтянулись. Был приказ туда перемещаться. И хотели вообще туда всю группировку, то есть и штаб туда перемещать и так далее. Подразделение самого генерала Рязань, который управлял этим всем направлением, она чуть осталась там сзади, севернее от нас. Вот. А дальше от нас туда южнее, в сторону Вышгорода, там туда, как бы, к Киеву самому. Ну, в общем, там оставалось где-то от нас километров 25 на Киев. Вот. И там началась операция вот, форсирования речки Ирпень, чтобы захват вот этого вот, как бы, вот этого рубежа плацдарма, который входил в общую оборону. Ну, так, в сленге он назывался на картах, там, Лютежский рубеж. Там опорные пункты, которые за все это время Второй мировой войны они остались, Великой Отечественной. Вот. И они... Я вам скажу больше, они со времен монголо-татар, это там змеевые валы. Да. Ну, на основе сначала их сделали укрепрайон против немцев, ну, чтобы немцев остановить. Вот. Там как раз подразделение Гудериана воевало в 1941 году. Они входили. У него там целый танковый корпус заходил. То есть даже учитывая того, что оборона не совсем хорошо была сделана, все равно ее так просто сломать им не удалось немцам. Они там крупную группировку задействовали. А нам предполагалось, вообще в общей сложности на это направление было 30 тысяч всего задействовано. Вот. А в этом направлении они хотели захватить вот этот вот, развить плацдарм на том берегу, буквально там несколькими батальонами. Вот. В итоге даже батальонов не дали. То есть действовать должен был в атаке батальона, а в итоге там неполные 2 роты были. Вот. Ну и, соответственно, понеся потери, закрепились на одном рубеже, там он был захвачен. Как бы все. Вот.
Вот. Ну, вы имеете в виду Мощун. Это единственное, по-моему, где прорвались на южный берег, получается, Ирпеня, да? Да, да. Угу, Вот. И потом оттуда отступили угу. через несколько дней. То есть понесли потери там. Вот. Ну и, соответственно, подразделения Украины, сначала они думали, что более сильные, ну, мосты они разбили, они держали под обстрелом и реку, и броды, эти переправы. Там же вот эти вот разливные луга, то есть там, ну, зависит, видимо, от дамбы там или как, то есть там сельскохозяйственные такие земли, они заливаются, то есть там несколько, как это назвать, ну, заливные луга, что ли. То есть эта часть может заливаться водой. Там то вода была низкая, то она стала, когда выходили уже оттуда, она уже поднялась. Ну, я могу добавить, было два прорыва дамбы. Первый раз взорвали дамбу, но на достаточно еще верхней части ее, вот в первый же день, по-моему, 24-25. Но когда прорвали на Мощун, когда поняли, что могут на Мощун переместиться и дальше продвигаться, тогда уже просто взорвали дамбу. Это уже Ну, да. было, наверное, середина марта. И вот тогда она залила Да, все. И было вот эти переправы, где плывут танки или стоят русские... 13 марта. Да, да, вот когда взорвали, тогда все переправы, конечно, накрылись, да, там пострадали деревни прилегающие, конечно, ну, я потом ездила, снимала, да, там у людей в подвалах стояла еще летом вода, но в целом они говорили гордо, что зато мы помогли отстоять Киев. Ну да, ну, то есть как бы сначала, видимо, украинские подразделения, которые они так дрогнули, думали, что большими силами там идет, то есть стали отходить. А потом уперлись, подтянули, видимо, резервы, но действовали в лесах, и вот где лесопосадки, вот в этих достаточно успешно снайпера их работали там. Отчего продвижение дальше было принято решение, что нецелесообразно. Уже и сил, и средств не хватало. Нас, ну, если честно говоря, поэтому закрепившись там, вот, когда нас оттуда убрали, в частности, мое подразделение, которое понесло там потери. Вы говорили, что ваши подразделения тоже были, ваши ребята были на Мощуне. А чем они там занимались? Или вы были на Гуте только? Они были... И там, и там? Получается, да, да. Угу. Ну, я просто отмечу, что Гута это тоже такая передовая часть была российской армии. Действия одинаковые, разведштурмовые. Дело в том, что у нашего подразделения, часть нашего подразделения, действовали как разведка, там в составе парашют-десантного полка. Ну, это мы называем его литер. А так он был уже там от силы по личному составу, он был в составе там, дай бог, батальон. Вот. И разведка вся была размотана. То есть ее практически не было. Поэтому, соответственно, нас бросили заменить выбывшую часть этого подразделения. Там вообще вся ошибка нашего командования, в частности, она строилась на коленке в процессе. И все время вот эти вот склейки делались. Я в своей книге об этом там более подробно рассказываю, кому интересно. Там. Значит, то есть вот эти склейки постоянно подразделения формировали из каких-то совершенно не слаженных между собой частей. Никто никого не понимал, радиоигры, радиосвязи единой не было, взаимоотношений, кто в лес, то по дрова. Во многом сыграло это тоже, потому что когда фланг оголяется, другой фланг остается там, он начинается отрезаться огнем, потом никто не понимает, кто где находится, вот. Бьют во фланг, а когда по тебе стреляют во фланг, ты начинаешь туда тоже отвечать, и там непонятно, кто это, свои, чужие. В общем, обычная песня. Был итог, вывод какой, что все наше войско подразумевалось для войны в Киеве. Ну, то есть, как бы, вот именно здесь, наверное, можно сказать точно, что это специальную военную операцию они затевали, а не войну. Вот. Но она переросла в войну из-за упорства вооруженных сил Украины,
Вот, то есть, по идее, планировалось, что все побегут. Вот так было сказано. Останутся кое-какие части, которых надо будет там, с которыми там боестолкновения будут ближе уже к Киеву, и в самом Киеве самое главное это вот лишить управления. То есть здесь А вы вот уверены, что, ну, вы говорите, что сначала украинцы дрогнули, и я просто несколько разговаривала с разными людьми, да, там, с людьми, которые защищали Киев, с нашим 72-й бригады, комбригом. Я разговаривала там с девочкой просто, пограничницей из Черниговского подгранотряда. И они мне все говорили, что это был изначальный план, что русские заходят, выстраиваются колоннами, заходят к крупным городам. Все, например, этих черниговцев, их сразу отозвали в Чернигов. Им сказали сразу: отходите, взорвите мост между Белоруссией и, ну, через Днепр, между Белоруссией и Черниговской областью, и отходите в Чернигов. Точно так же и 72-я бригада, они отошли ближе к Киеву, закрепились по рубежам. Вот у них был рубеж на, получается, правом берегу Днепра, это была река Ирпень, старые Змеевые Валы и река Ирпень. И по левому берегу Днепра там тоже какая-то линия обороны 45-го, такая же, как когда-то в 45-м году тоже была. Или Да. в 40-х, я имею в виду. И, соответственно, это был, наверное, план. Ну, мне так показалось. Я не знаю, можно, конечно, у победы много родителей, поражения всегда сирота, и сейчас они говорят: да, это был наш план. Но может быть, здесь же как бы стратегические и тактические приемы мне, к примеру, не были известны. Ну, похоже, но факт то, что, понимаете, одно дело из штаба смотреть, смотря на карту и сидя там, когда тебе такое... Я в то время командовал просто тактическим подразделением, которое взгляд с линии фронта мне говорил о том, что да, сначала что-то получалось, ну и, соответственно, несли потери и украинская сторона, и технику там куда удалось там какую-то вывести из строя, и бронемашины. Я не исключаю, что это была задумка, да, что втянули то, что вот, например, как нас, и вот у меня заместитель погиб в ключе, что это его и была ошибка, что они втянулись туда вот в этот вот и попали под перекрестный огонь. Вот. А это, да, с точки зрения, я уж не знаю, это случайно получилось, да, в силу того, что все ошибки были учтены, что они увидели, что нету связи, что взаимодействия. Одна группа отошла, например, те, которые имели тяжелое вооружение, а оставив разведчиков впереди. Вполне возможно, это была задумка такая, да, через управление. Может быть, это случайно получилось. Трудно сейчас говорить. Война, на самом деле, это такая вещь, которая никогда не идет по плану ничего. То есть вот нужно принимать, уметь решения. Самое главное сделать в начале систему управления. Да? Войска должны быть подготовлены, иметь связь и уметь маневрировать. А в процессе этих маневров надо иметь командиров, которые умеют принимать решения на месте. Вполне возможно, и вот эти все факторы сложились у украинского командования линейных подразделений. Вот. Ну и, соответственно, были какие-то планы уже у командования штабов. То, что наши знали, видимо, какие-то российские планы и планы вторжения, это факт, потому что потом были опубликованы документы в «Украинской правде», предоставленные, видимо, нашими спецслужбами. И я так понимаю, что это датированные там неделю, 2 неделями до начала вторжения, и у наших был план и понимание, как россияне будут действовать и откуда заходить. Мне кажется, что они все это знали и готовились таким образом. Вот. И поэтому этот приказ отступать в крупные города и защищать города, наверное, он на этом основывался. Хорошо. И что было в последние недели вашего пребывания уже на территории Украины в 2022 году? Почему было принято решение выйти и как вы выходили? Через что, через какие населенные пункты? Ну, я принял решение, я разругался с руководством, я буду говорить только за себя, то есть как бы я с основными частями не выходил, я вышел частью своего подразделения, я отказался принимать дальше участие в связи с тем, что у меня там люди погибли, управление было разломано, а командир мой непосредственно, то есть командир отряда этот, он херней занимался, прошу прощения за... То есть не было никакого взаимопонимания, и в том числе и с командиром батальона тактической группы, вот этой нашей, как бы тогда в этот Давар
Савичич этот командовал, Волк позывной. Вот с ним тоже в конфликт вступили. А последняя точка, самая ближайшая к Киеву, там перед выходом, какая была? Гута Межигирская? Ну, самое ближайшее, это Раковка, по-моему. Раковка. Угу, окей. И оттуда вы, соответственно, начали двигаться потом в обратном направлении. Расскажите, как это было. Ну, вот я и начал рассказывать. То есть я начал двигаться, поругавшись с этим, я сказал, я отказываюсь. Здесь же основная причина была, нас стали делать какой-то карательный. Не на фронте там воевать, а нас начали, в частности, вот лесник, делать из нас каких-то тюремщиков и карателей. То есть пленных завозить. Там. Я вынужден был личный состав использовать, их нужно было охранять. Народ завозили. Я отказался от этого. Я говорю, мои подчиненные этим заниматься не будут. Соответственно, я вошел в конфликт. А это был непосредственно приказ Рязани. На нас это перебросили, и к нам начали свозить этих пленных. В частности, большинство это были гражданские люди, которые снимали на телефон, там что-то делали, и их там загробастывали все, кому не лень. Патрули, значит, боевые дозоры какие-то, там, которые на кого-то там тыкались, вытаскивали из домов, там, кто где-то там что-то снимал. Ну, с той возможностью, какая возможность была пообщаться с этими людьми. То есть, в основном, по-моему, из кого можно было к военнопленным, то есть я имею в виду солдат, да, там, армии, отнестись либо к диверсантам, это было там несколько человек, одного из которых застрелил лично на боевой задаче. Взяли его в плен уже, он уже не был опасен. Вот, и застрелил его лично вот наш комбат. Вообще непонятно почему. Вот. То есть это вообще нашим тоже не понравилось. Мы там подход всегда... И я всегда на этом ставил. Я не разрешал ни личному составу своему не ввязываться в эти все вещи, значит, пытать, бить людей там, и так далее. На поле боя сражайся, стреляй. Если там много будет, да, не хочешь брать в плен, или не сдай, там нет никаких правил. Но если человек уже находится в плену, значит, будь добр делиться даже с ним своим пайком, что мы, в принципе, и делаем. Почему у нас возникло, мы сами там голодали, но людей так или иначе мы содержали. Причем охранять я их поставил, вот этих перебежчиков, ваших украинцев, которые были на нашей стороне, которые должны были нас вести уже по Киеву. Вот. И они относились к пленным очень хорошо. Кормили, значит, убрали вот эту угрозу, что их постоянно вытаскивали, били там, кому не лень, наши эти доблестные герои там и так далее. Вот. Но надежда вся была на то, что их контрразведка заберет. А контрразведка их не приехали, они несколько человек забрали, вот военного, которого взяли там на задаче на одной, когда там связистов брали, которые на связь по спутнику выходили. Их передавали. Еще одного забрали, просмотрев его. А остальных, говорит, да мы не знаем, и отпускать их нельзя. Говорит, ликвидируйте их в лесу. Вот. Соответственно, я, нарушив приказ, мы этих людей отпустили. Несколько человек оставались и после меня, я не знаю их судьбу. Потому что я на следующий, пошел, написал, бросил ключи от машины, заявил, что я ухожу. Меня оформили типа в отпуск там но я несколько человек из моего подразделения, там человек 10, пришли и сказали, мы тоже уходим, уезжаем с тобой. Вот. Мы сдали оружие, и там на следующий день нас вывезли ближе туда. То есть мы еще одну ночь находились в районе перекрестка перед Катюжанкой. В этой Катюжанке как раз, как я говорил, красный. В общем, вот в это направление, вот этого перекрестка, где блокпост у нас стоял, который обеспечивал тыловые подходы. Вот. К тому времени там тылы тоже были странные, потому что диверсионные группы работали, и тероборона ваша, там все время обстрелы шли, и налеты совершались с горелой техникой, тыловики там горели. Вот, соответственно, у меня был трассер такой. Трассер — это
сленговое название. Информация, сообщение, что вас хотят убрать, да? Да. Вот, Вашу соответственно, группу. мы вооружились гранатами, то есть единственное, что мы там, оружие я сказал сдать, ну, потому что как бы мы ехали, нас везли в гражданском автобусе, личный состав, который как бы 500-ми нас обозвали, которые отказались выполнять. Вот. И мы набрали гранат на любой случай там. Потому что пришла информация, что наши же могут. Потому что Рязань распоряжался, что никто не должен выходить. Как бы, никаких нахер 500-х там и так далее. Вот. Я не знаю, по какой причине ничего не случилось. Ну, так же и могли и украинцы налет сделать. Вот. Я не знаю, почему ничего не случилось, потому что и до этого были мутные дела, которые я там описываю в книге. Сейчас это долго будет все рассказывать. В итоге нам повезло. Мы вышли в Беларусь. Вот, соответственно. Вот пока провела стрелочку до Катюжанки, а потом дальше оттуда вы куда шли? Потом нас Через мы обратно. Иванковичи, через Иванкив опять, да? Да. Обратно таким же, как мы вот по этой же дороге мы выходили опять в сторону Беларуси. Опять через Припять. Через это. И мы только единственное, по-моему, там маршрут какой-то нас повезли, мы потому что ближе туда выехали к Брянской области. Там, потом по территории Беларуси мы достаточно недолго проехали. И на брянской границе эта колонна у нас уже там шмон устроили. Значит, отправили пограничников, весь этот, значит, это самое, на предмет поиска там, патронов, оружия и так далее. Ну, а дальше мы уже сами добирались. Ну, то есть все равно вы вышли в Беларусь, но ближе сюда, к Брянской области, в сторону Гомеля, вот сюда вот. Я поняла. Интересно. И дальше что было? Ну, а дальше мы просто разъехались по домам. У меня было предписание прибыть там это самое. Я еще не знал даже, как действовать. То ли в Ростове там еще. Но потом позже пришла информация, что наше подразделение вывели в Белгородскую область. Вот. И там расквартировали. И туда нам как бы надо прибыть. И дальше я уже там. Ну, это уже не столь интересно. То есть, тут буквально где-то через... Это у нас это было 26-го, по-моему. 26-27 марта. Может, 28-го. Ну, где-то вот конец марта был. А буквально через несколько дней и вывели всю группировку. То есть 1 марта или 1 или 2 апреля наши были уже в Беларуси, у границы уже выведены. И там несколько дней пребывали. Потихоньку весь выходил. Кто с боями, кто как. Всех выводили оттуда. И в середине апреля уже все были в Белгородской области. Я уже приехал туда. И что было дальше? Как вам удалось вообще, ну, как бы покончить с этим, так скажем? Ну, я начал в этой самой, значит, в 16-й бригаде в Гуляе, потом работать там как инструктор, потом под Ростовом, Ростовской области, полигон Кадамовский, то есть там, вот, там на меня несколько доносов там понаписали. Я не поехал. Потом несколько подразделений стали формировать в Крыму. Как бы меня тоже туда пригласили. Ну, у меня ситуация в том, что у меня был контракт, и он у меня действовал до октября. Вот. А в сентябре вышла мобилизация. Частично. Вот. И мне не получилось, ну, то есть, грубо говоря, не получилось все это дело там закрыть так, без всяких там огрехов. Я понимал, что можно там, ну, то есть, мне там подсказали, что пока не лезть на рожон, и я поехал по предложению, то есть, где-то мне нужно было, как это назвать, официальный статус, скажем так. Я поехал на должность командира батальона в Ингушетию. В Ингушетии формировался. Их там расколбасили. Это запорожское направление. Но я для себя уже на тот момент принял, что я за ленту не пойду больше. И каким-то макаром, где-то мне нужно было там ныкаться. Я вот в виде там
старшего инструктора, командира батальона, исполняющий обязанности это вот, в Ингушетии, в Ингушской республике. Вот. Но после того, там тоже такая мутная вся ситуация, их разбили, значит, разбили под Гуляй-Поле, это подразделение, и на удокомплектование. Напомню, что Гуляй-Поле – это Запорожская вообще область. Да. Это вот там Орехово, Гуляй-Поле, да, вот в той части. Да. Подразделение, значит, этот батальон, этот полк, я лидеров не буду называть, он понес там потери, соответственно, мобилизация шла вовсю, но Ингушская республика не выполняла план. То есть был спущен план такой везде, а в Ингушетии этот план они выполняли. Мало того, что, кстати, можете сказать, что ингушскому народу за это муллы ингушские в своих мечетях и проповедях молодежи читали, что на эту войну идти не надо, и это не ваша война, там прячьтесь, убегаете, там, уезжайте, ну делайте что-то, это, говорит, неправильно все. Вот. Ну, в свете того, что личного состава так и не набрали. Вот, так и не набрали. Ничего, в общем, мне там тоже обещали, значит, жилье, там какие-то все вот эти преференции там, и так далее. Ничего этого было. Все это там тянулось в свете того, что не выполнялось. Я даже там на приемы ходил к главе республики. Мы были там. Вот в итоге перевели меня, сформировалась новая дивизия, и меня и полк самоходных артустановок весной уже. Но к этому моменту я уже был в контакте, значит, с Владимиром Отечкиным. Обсуждали мы вот эту как бы тему, я ему в чем-то там помогал. Вот. И практически с должности начальника разведки отдельно практически мы подчинялись управлению дивизии. Там хорошую зарплату и так далее, далее. Но я 25 мая должен был приступить к этой должности, а 22 я уехал. Ну, уехал просто. Уехал пока туда, в сторону Казахстана. В Оренбургскую область. В общем, 26 числа у меня получилось покинуть территорию России. За границу я вылетел. И дальше это уже другая история. И тогда последний вопрос. Все-таки вот была же, да, эта информация, что депутат Госдумы, бывший командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов во время пленарного заседания Нижней палаты парламента заявил, что армия похожа на партизанский отряд, вынуждена сама себя одевать из-за качества обмундирования и так далее. Это вообще что, к чему это ведет? Мы с вами немного поговорили, да, при прошлом нашем интервью, то, что я запись выложила в начале эфира, поговорили о том, там, как Шойгу Пригожин, да, вот эта ситуация. Ну, а вообще ваше понимание, что сейчас происходит с армией? Последний вопрос уже. Осталось хуже еще. Я на своем примере могу сказать, когда мы заходили в феврале, ну, вот этот первый период, я не знаю, как другие направления, южный, а север обеспечен был хорошо. Мы были обеспечены тем, что необходимо, как положено. Не все, конечно, было хреново, не хватало магазинов даже простых. То есть у бойцов, у солдата, там, у бойца, который идет там, участвует в разведштурмовых или вообще в действиях, у него должно быть там 2 БК. То есть это показано, что огневой бой, там, если доходит до стрелкового, там, где-то удерживается и выполнение тактических задач огнем надо, то есть у него с собой должно быть 8 магазинов. Вот. Потому что некогда там россыпью забивать. Никто тебе противник не даст, особенно если он в обороне стоит, да еще его силы и средства гораздо превосходят наши. Вот. Но сравнивая потом с летом, осенью, да, то есть я имел возможность сравнивать обеспечение и вооружение на протяжении практически всего 22 года, и даже немножко 23-го. Это полное зеро. То есть у нас было, а также общался и с людьми с других направлений, которые с госпиталей, которые раньше в моем подразделении были. Они в госпиталях лежали, выходили после ранений.
А они говорят, что полная жопа, то есть как бы ни прицелов, ни приборов, которые у нас, допустим, были, да, все стало хуже. И да, если ты хочешь быть нормально экипирован, люди сами покупали себе. А если ты не сам, а так вот намародеришь где-то там, или с убитых, ну, выглядишь как такой, как бы, ну, киборг, только не в хорошем смысле слова, а как будто собранный по частям каким-то. Вот. Тут отсюда приклеено, то оттуда там, это отсюда. Ну, очень плачевное состояние. Думаете, что сейчас не лучшая ситуация, да? И об этом просто говорят уже даже депутаты. Ну, конечно. Я думаю, ну, я вам могу сказать, что вот формировался вот подразделение, которое уже начало формироваться лето, конец лета, сентябрь, которое вводилось тоже на южном направлении. Не было танков. То есть, вот, например, замкомандира Это в 22-м году, да? Да, да. Угу. Старый год. А вот подразделение, так называемое, Дон, бригада. Ну, и одноименный батальон Дон тоже. Значит, танки, которые по штату должны были туда входить 72-ки. То есть танк 72, Т-72. А пришли танки Т-62. Соответственно, мой, значит, коллега, мы вместе с ним с одного туркестанского округа, там, с танкового училища Ташкентского, он был начальником, ну, зам по бою был по подготовке как раз танкистов, танковой части подразделения. Вот. Так у него не было ресурса, готовили, а личный состав, экипаж для танка Т-62 это совсем другой. То есть в танке 72-ки там 3 человека, потому что там есть механизм заряжания, калибр другой там и так далее. А танк Т-62 там 4 человека, там заряжающий еще. Вот. И совершенно другая, ну, как это сказать, совершенно другая система управления боем в этом танке. А танкистов готовили туда, там, вот Ташкентское танковое училище последнее, то есть выпуски, и кто на них обучался, это этим солдатам уже, этим экипажам, сержантам, солдатам, да и, наверное, и лейтенантам, офицерам, там, ну, то есть, как бы, начиная от командира танка и кончая механиком-водителем. Это, они всю эту службу в начале 70-х годов, там, ну, может быть, все 70-е проходили, может, частично там, чуть-чуть начало 80-х, поскольку им лет уже. Вот. И переучивал, значит, набирался экипаж и переучивался, знаете, на чем? На табуретке. Ну, то есть нет ни тренажеров там, допустим. Нужно понимать, что российская армия, на табуретке можно, конечно, научить все, но это как уровень такой же, как был, когда немцы под Москвой стояли. То есть человека сажают на табуретку, и механика-водителя учат управлять этим танком. Ну, понятно. То есть, в принципе, генерал Шиманов не так уж и не прав. Нет, он абсолютно правду сказал, понятно. Потому что если ты хочешь, я вам говорю, что все, что если вы видите российского солдата, который не одет в этот, значит, уродское, скажу больше, что на самом деле вот эта юдашкинская форма, да, и все, что разработано там, это полное Г. То есть, разумеется, любой военнослужащий, то есть какое-то маломальское спецподразделение, они все экипируются совершенно в американское. Ну, понятно, в тактическое, нормальную тактическую форму. Ясно. Да. И он, собственно, это имел в виду, но из этого вытекает и все остальное. И дроны, и танки, и все остальное, как я понимаю. На самом деле, украинская армия тоже имела все эти проблемы и продолжает частично иметь. Понятно. Но, как минимум, наша помощь, которая идет нам, тем же западным оружием, она чуть более системна, чем России, скажем так. Спасибо большое, Игорь. Напоминаю, что это Игорь Саликов. Его книгу, кстати, можно слушать в формате аудиокниги у него на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Увидимся на следующей неделе. Спасибо, Игорь. До свидания. Да, Татьяна, до свидания. Всего доброго.